Всем доброе утро, у нас наконец-то потеплело, началась настоящая весна. Как вы помните, на обратном пути из Турции у нас загудел редуктор заднего моста. И с тех пор наш автодом так и стоит на парковке. Мы его не могли сделать, потому что машина достаточно редкая для России. И запасного такого моста мы найти не смогли. Сервис по мостам, который занимается конкретно, прямо профессионально этим делом, говорит, что снять мы не можем мост, поскольку машина большая, нужно привозить мост отдельно. Так вот, если помните серии, когда мы отдыхали в турецком отеле, приезжал наш друг Влад и Даша. Так вот, Влад работает на авторынке. И у него есть друг, который занимается ремонтом редукторов для машин. Он ему делал на BMW редуктор. И вот Влад поговорил с ним и говорит: Вань, можешь приехать сделать этот мост на месте, посмотреть? И Ваня сказал: да, без проблем. Подъехал заранее, посмотрел, но погода была плохая. И говорит: давай ждать хорошую погоду. И я тогда приеду и на месте этот редуктор сниму, и мы попробуем что-то сделать. Сейчас прогреем машину, а пока она прогревается, сходим купим кофейку. Вчера я ждал этого Ваню целый день, никуда не пошел. Мы с Машей собирались поехать на велофестиваль с детьми в Москве. Но он сказал: я точно утром буду, никуда не уезжайте. И мы отложили все дела, и я его целый день ждал. Он говорил: я приеду сначала утром, потом я приеду в обед, потом я приеду вечером, и в итоге так и не приехал. Но сейчас вот утром он написал, что я еду, буду через 30 минут. Посмотрим, приедет он на самом деле или нет. По поводу того, кто делает мосты Дана в Москве. Самая главная фирма, которая берется за такую работу, это Транслаб. Мне сказали, что стоимость начинается от 200 тысяч, и запчасти ждать месяц, а то даже может быть и 2 месяца. И поэтому меня очень удивило, когда 2 недели приехал Ваня от Влада и сказал: да вообще не парься за запчасти, я все найду, все подберу, все сделаю, не снимая мост. А другие все говорили, что мост нужно обязательно снимать. Мне это было удивительно, и поэтому я скептически отношусь к тому, что он может это все починить, но попробовать, думаю, стоит. Вдруг получится, и тогда это обойдется гораздо дешевле. 200 плюс тысяч не хотелось бы отдавать за ремонт, казалось бы, такого простого механизма, как редуктор заднего моста достаточно архаичной машины. Мы очень с Машей хотим попасть на фестиваль Абуна Фест. Это фестиваль автодомов, который будет проходить в Нижегородской области в этом году. И где-то через месяц он стартует. И поэтому, если Ваня сейчас не сможет сделать нам редуктор, то все это затянется на неопределенный срок, и мы на фестиваль, наверное, попасть не сможем, к сожалению. Вот и стараемся мы торопиться, что-то делать, крутиться, но не все так просто с нашими машинами американскими в России. Подъехал к автодому, вот он и Ваня. Ты куда делся вчера? Исчез? Я не исчез, у меня там с детьми проблемы, я же один, у меня с женой разрешился. Почему? Какие обстоятельства? А я думал, она просто уехала куда-то. Нет, если бы она просто уехала, это было бы хорошо. Вань, ты можешь вот рассказать, какой у нас план вообще, что мы будем делать с тобой? Сейчас снимем коробку говорю, поднимем машину, снимем этот дифференциал, а потом мы будем, разденем, чулок разденем на месте, потом будем вытаскивать все. Позавчера я съездил в баню, взял пни, там они топят пнями, вот здесь недалеко. Я говорю: дайте мне пенек. Они: нет, типа не дадим. Здесь каждый приходит, по пеньку берет, говорит, а потом у нас пней, говорит, не остается в бане. Пришлось залог за пеньки оставлять. Да, ебичка, сколько угодно их валяется, этих пеньков. Ваня, я тебе говорю, вот этот донкрат ни хрена не поднимет. Он сколько, 3,5 тонны? Ты мне-то не говори. Я же не первый. Мне просто жалко твой донкрат. Я же не первый день замужем. Не идет? Нет, идет, просто этот, как его. Вот, грудь тяжело. Тяжело ему? Да. Тонн 6, наверное. Чего? Ну я же не всю машину поднимаю. Мне кажется, надо повыше, наверное, это маленький, да? Поднимем, Не-не, я говорю, этот пенек повыше. Не? А этот уже слишком высокий, не проходит. Нет, все проходит. Подожди, ты не здесь. Это в Германии, да, жил?
Да, 3 месяца. У меня там дядя на заводе БМВ работает. А, и ты поэтому БМВ хорошо знаешь, да? И БМВ, и Мерседес. А если честно, они охренели, когда я им мозги сделал на заводе. Пойдет? Значит, ты газели такие разбирал, да? Вот так сейчас засунешь, еще чуть-чуть подыму. Глубже засунешь. Ага. Давай. Еще чуть-чуть. Все. Отлично. Отлично. Мув, не злись, мне нужно корыться. Саш! Злиться. Возьми его. Видишь? Мне нужно корыто для масла взять. Что вы тут делаете? Не хочу я уезжать. Я еще в детскую комнату. В тот дом пойдешь чинить? Нет. Ну все, иди, я иду за деталями к Иванычу. И, пожалуйста, не веди сюда маленьких. Почему? Потому что хватит. Бабушка их не хочет. Ты Может что быть, говоришь? хочет. Она говорит, что бабушка не хочет маленьких ну видеть. ладно, веди их сюда. Да нет. Веди. Слушай, Иваныч, здоров. Мне корыто нужно масло слить с моста. Нет у тебя чего-нибудь такого? Так, посмотрим, что-нибудь найдем. Тебе высокая не пойдет банка? Да пойдет, я думаю, почему нет? А, нет, такое не пойдет, широкое надо. Вон, как тазик справее. Вот видишь, вот этот тазик, вот этот пойдет, наверное. Как этот. А, это ванночка целая, да, у тебя? Это ванна. Сейчас найдем. Там просто большая крышка, чтобы не текло в сторону. Красиво как цветет. Что это, яблони? Ну, Ай. у Женьки что-то больше. У меня вот это зацветает тоже, видишь? А. А это мало. Вон, на. О, отличная корыто, Иваныч. Ты их не выкидывай только. Ее потом тряпкой протираешь и... А можно у тебя ее сразу помыть? Чего? Что масло обратно буду заливать. Помыть хочу. Есть помыть? Ну придешь, вон у меня бочка с водой. Не, всё. сейчас я помою его, сейчас. Домкрат ремонтирую. Понял. Надо ехать переобуть машину дочке. Спасибо, Иван. Сейчас я. Иваныч, это наш сосед такой, у которого все есть. Вот к нему не зайдем. Все, что хочешь. Прокладки, инструменты. Все. Вот тазик раздобыл. Вот хорошо, когда есть такие соседи. Все, я пошел тогда. Мы там уже одну Давай, сторону давай. подняли. Сейчас вторую будем Видишь, поднимать. у меня без домкрата этого хреново. Вот это всякую ставить. Это подогнал, раз, поднял и все. Ладно, Иваныч, давай, спасибо. Ванчиков, видимо-невидимо. Куда не посмотришь, везде одуванчики. Смотри, какой таз хороший. У нас есть сосед здесь, Иваныч, мужик зовут, ну в возрасте. У него заходишь, у него все есть, что хочешь. Все завалено. Потому что он Иваныч. Че, Вань, все уже снимаешь крышку, да? Да. Должна легко крутиться. Плохие болты, да? Вот эти болты плохие. Вот эти? Да. Которые идут на серьги. серьги. Че, ржавые, погнутые, Нет, ты они имеешь? уже изогнутые. На таких болтах нельзя ездить. На таких болтах нельзя ехать никуда, далеко. Ну сможем, да, поменять? Да. Просто и их надо брать калеными. Вот такие не пойдут. Это российские болты. А, ты думаешь, уже мененные, да? Они? Они это российские болты и гайки. Здесь они совсем другие гайки, другие болты. А ты что, киргиз, что ли? Русский я, блин, просто. Ты что, на Филиппинах, говорит, поехали? На Филиппинах русские не живут? Живут. Ну вот. Везде живут. В Средней Азии. А у меня много друзей киргизов. Не, ну, блин, Хорошие киргизы люди. Не Ага, очень хорошие. Да? Хитрые. Замечательные. Восток дело тонкое, Ваня. Да, Петруха. Далеко нехорошие. У меня мой дед был начальником московского уголовного розыска Москвы, когда была еще милиция СССР. А что ты не пошел по этой А теме? я работал в милиции участковым 5 лет в Киргизии. Слушай, он не поднимает уже обратно. Поднимает, видишь? поднимает. Это я не затянул, наверное. И ты в Киргизии в полиции работал, участковым? Там не полиция, там милиция. А, до сих пор, да? Да. Там милиция.
наша милиция нас бережет. Молоток тебе Брат, принести, да? Родной дом, брат мой. Давай, давай, делай документы. Подожди, убирать далеко не надо. У меня схема есть, если что. Да, бля, какая же у меня здесь схема? Дядя, мне здесь схема твоя, да, этой. Там есть колечки такие, понял, Какие регулировочные. колечки? Здесь не колечки, ну тут просто вот так вставляются проставки. Все. Проставки, да. Все. Тут они ничего более. Очень большой, огромный люфт в этом в сателлитах. Когда включаешь скорость, делает, да? Не сказал бы, что делать. Вроде не особо не делает. Когда крышку снимали, сказали, что вода была, попала. И из-за этого, что... Вода здесь всегда попадает. Запомни. Здесь не будет такого, чтобы воды здесь не было. Когда ты ездишь, у тебя сверху сапун есть. Через этот сапун сюда обязательно заходит жидкость. Вот так. И отсюда тут сальники стоят. То же самое. Вот мне говорили, что если эту гайку перекрутить, может вообще весь мост пойти. по Дядя, одному она месту. должна быть очень сильно затянутая. Очень сильно. Там какая-то сминаемая еще втулка есть. Это ерунда. Типа ее могло смять. Нет, тут совсем другое. Ну что, большой люфт? Нет. Люфта, это потому что гайку открутил. Слушай, а у тебя зубила здесь нету? У Иваныча этого спроси, зубила. За зубилом сходить. Да, сходи за зубилом. Потому что этот сальник, он под замену. Его обязательно надо будет отсюда, видишь, он как идет, с кромкой. Угу. Только такой сальник нужно будет новый обязательно. Потому что я сейчас все разберу, Угу. а то, блядь, уже ставить не буду этот сальник. Решили, говорю, кидывать чулок отсюда. Для чего? Ну, сказали, что надо снимать мост полностью. Что, типа, вот там Никак не... пятно контакта, хрен там подберешь вот эти все усилия, чтобы оно все нормально работало. Ага. Мозгов у людей просто нет. И все. Просто называется люди, у которых мозг отсутствует. Сам все сделаю. Я привык сам. Карпец Игорь Иванович. А я люблю свою работу. Мне нравится с машинами ковыряться. Это самое главное, что твоя работа приносит тебе удовольствие. На самом деле так и есть. То есть ты сейчас кайфуешь же, да? Ага. Так, это у нас сторона. Отметим ее. Так, это у нас правая. Посадочное место его, да, вот этого. Разная затяжка идет, понимаешь? А у тебя есть этот ключ, который затяжка Динамометрический, динамометрический? да. Есть. Или ты рукой уже чувствуешь, сколько надо? Так, подожди, дядя. Это вот это по-другому делается. Оба-на. Так, это отсюда. Так, вон видишь раковину. Выработка, да? Раковина от воды по кругу. Вот так пальцем трогаешь. Ага. И это уже все, это уже называется, вот смотри, выработка какая в подшипниках. Это называется жопа подшипником, жопа.
Сбила обязательно надо будет. Вань, ну расскажи, что сделали на данном этапе. Почти все. Серьезно, что ли? Ну а ты что думал, я тебе что буду? Шутки играть здесь, что ли? Наискось пошло. Там наискось пошла одна. Знаю. Ты меня не говори, я вижу. Ты просто свети. Ну, легко. А что тяжелее, участковым работать? Меня прям в лоб. Ты прямо напротив. Обойма прокручивалась в корпусе, А почему так? потому что уже он не год. Сюда Это все, вот так, потрогай их, вот так. Видишь? шершавая то, что? Конечно, это раковина. А вот сюда теперь видишь, потрогай. Вот, где черный. Видел? А это называется вот так, все. Вань, ты мне вот объясни, откуда ты собираешься эти подшипники найти, если они американские? Ты думаешь, что от транзита подойдет, Я что тебе ли? говорю не от транзита, я тебе сказал, я возьму и тебе все принесу. Это уже не ваши проблемы. Секрет моей личного характера. Я тебе все сделаю, и ты будешь доволен. Ну вот, ребят, значит, сняли мы редуктор с моста. Ваня говорит, что все сделает. Это очень обнадеживает. Ну, надеюсь, ты не пропадешь, а то сейчас Нет, пропадешь с послезавтра. редуктором. Послезавтра будем ставить на место. Вот так вот. Послезавтра, говорит Ваня, все поставим на место. Так что И можно будет ехать в Киргизию, да? Доедет? Да, хоть куда. Хоть до самих, как ты говоришь, Филиппин. Как вы видели, Ваня снял редуктор, снял хвостовик, все подшипники полностью, всю центральную часть моста он вытащил оттуда. И говорит, через 2 дня, говорит, мы ее будем ставить обратно, я все переберу. И мне вот удивительно очень, действительно он сможет это сделать или нет, потому что запчасти, вот эти все подшипники, их ждать минимум месяц из Америки, чтобы они пришли. А он говорит, вообще не беспокойся за запчасти, я все найду, все сделаю, это мой, говорит, фирменный секрет. Ну, посмотрим, как у него получится. В общем, ждем. Надеюсь, все будет хорошо. Мы давно не виделись. Уже прошло 2 дня. Наша машина еще сломалась. Мы идем на выпускную в саду. А ты кто, Яся или Слава? Я Яся. Влад, что вы так разоделись-то в бантах? Потому что мы идем на выпускной. А что, все, уже в сад больше ходить не будете, что ли? Я не буду. Я не буду. А я буду. Вы будете ходить в сад? Мы будем в 5-ю группу. Привет, ребят! Да, действительно, давно не виделись. Уже прошел месяц с тех пор, как мы приехали из путешествия и живем обычной оседлой жизнью. Сначала это было, если честно, после поездки такой длительной, немножко непривычно, грустно, нужна была адаптация первые дни. Было все это странно, очень, как это вообще так, на одном месте, и завтра проснешься, опять будешь здесь, посмотришь в окно, а там все тот же пейзаж, как и вчера, и вот какой-то период адаптации был такой сначала. Сейчас уже привычно, но когда привычно, это тоже плохо, потому что уже хочется что-то поменять, куда-нибудь выехать. Но наш автодом вот пока ремонтируется, бедный, стоит в живописном месте возле большой навозной горы, без колес, очень грустный, весь грязный внутри, вот, ожидает своего часа, следующего выезда. За это время мы уже пропустили как минимум парочку фестивалей, на которых можно было бы съездить на нем. Ну а самый главный фест будет через 2 недели где-то. Абуна фест, на который мы надеемся попасть, если все сложится хорошо с ремонтом. Ну а сегодня выпускной
нашей старшей дочки Владочки из детского сада. Праздник. Но когда ребенок ходил в сад всего лишь за всю свою жизнь полгода, он не ощущается так грандиозно, нежели как, наверное, когда дети ходят каждый день на протяжении многих лет и тогда проводят в детском саду большую часть своей жизни. И, наверное, для них это действительно праздник большой. Но все равно как бы праздник, ребенку приятно нарядиться, выйти, показать себя, вот, ну и попрощаться с каким-то отрезком своей жизни, и чтобы начать новый отрезок, школьную жизнь, уже более взрослую. Поздравить от души подрастающая смена из детсада малыши. Пришел очень хорошо, мне понравилось. Подожди, а что, не хотела бы остаться в детском саду-то еще? Хотела. То хватит на конфеты смотреть. Ну что, малыши, понравился вам Владин выпускной? Здрасте. Здрасте. О, такой такой-то. Это наш папа. Славен, Что? А смотрите, такая на пол. ну что, забрать его шар или оставить? А? Оставь. Оставить? Запусти его в небо. Зачем? Просто, чтобы в небо запустить. Как хотите. Я его запущу. Хотите запустить? Я его запущу. Ну, запускайте. О, Полетел в космос. Пока. ну все, малыши, я пошел, вечером увидимся. До свидания. До свидания. Фото выдает. До свидания. Да, до свидания, до свидания. Пока-пока, давайте играйте. У нас прошло без малого 2 недели, и вот наконец-то мастер приехал чинить автодом, собрал все детали. Я сейчас выезжаю на место и будем пытаться собрать мост. Малыши, а вы что, поедете со мной? Нет. Нет. Почему? Мы с мамой. Да что вам это, мам? Давай день без мамы устроим, будем автодом чинить. Папа, это неинтересно, мы будем просто стоять и скучать. Ну ладно, поет тогда один. Здравствуй, Ваня. Герман. Как у тебя дела? Да как, нормально, вот. Че, ты с малыми приехал? Да. Здорово. Че, может его ко мне отвезти, пусть с моими посидит, не? Пускай там, чтобы собака только не укусила. А у меня нет собаки, у меня вон там вот в квартире же я живу. А нет, пускай со мной будет. Ну давай доставай там все у себя. Что доставать надо? Ну там все то, что там лежит у тебя в машине. А, полуоси, вот Постилка, это все. полуося, наждачку. А постелку куда мы клали? Внутрь или? Внутрь, да. В салон сам, В да? салон сам. Да, Вань, в 2 словах, пока идешь. В 2 словах меняли подшипники, меняли ось этого, как его, шлифовали и ставили с топорами на сателлиты.
Они разболтаны, оказывается, были. Давай вот сюда пока положим. Вот эти вещи, вот сюда стопор ставится с внутренней стороны. Отсюда ставится вот с наружной стороны, видишь? Они новые, потому что там он лопнул, и он выходил и заходил, выходил, заходил. Вот эти части. Прямо лопнул, да? Ну, он лопнул, да. И вот эти части, вот сейчас они, видишь, как ходят? Легко. А так она, вот эта вот часть, вот так ходила туда-сюда, туда-сюда. Вот, а сейчас вот она вообще нету. Вот так вот. Ну это из-за воды все, да, было? Это не из-за воды было, это от износа было. Уже износ, да? Ну, машина-то не съездила. Но все равно эти мосты-то, говорят, неубиваемые. Да, все убиваемо, нет ничего неубиваемого. Благодаря нашим ручкам шаловливым. Ну сколько это у нас займет, как думаешь, сейчас времени собрать? Не знаю, как пойдет. Как побежит. Часа 3, наверное. Я просто смотрю, у меня там дома дочки, если что, можно его отвезти. Пусть Как сидит. тебе сказать, он хочет природу. Понимаешь? Чё хочет? Он Природу? на природе хочет побыть. А. Он уже в квартире, уже вот, да. Ты без мата. Извиняюсь. О, это чисто русский профессиональный этот. Как его? Ваня, в общем, говорит, что главную пару проточили. Она сейчас вся стружки, нужно ее почистить, да? Помыть надо. Помыть, и говорит, потому что он гарантию дает 300 тысяч километров на этот 500. мост. Говорит, если не помыть, то гарантии не будет. Вот, говорит, что главная пара в нормальном состоянии, в хорошем. Вот все подшипники новые. Сейчас мы с ним это все поставим и махнем километров за 500 проедем. Вань, у тебя есть время? Съездим куда-нибудь? У меня На пару дней. У меня времени вообще нету. У меня стоят 4 китайца, которых надо очень быстро сделать. Китайские машины? Тоже с коробками или что? Да, Черри Ариза стоит. Как он называется? 7 Pro Max 2 стоит. Коробки у всех. Да. И сколько, на каких мода пробегах стоят. коробки ломаются? От 15 до 80. Да ладно. Да. Капремонт коробки? Да. Ну, стоят сейчас, да. Там до 100 тысяч. Как они мне надоели уже. Это надо вот так вставлять, потому что этот не даст. Вот так. Сделаем по-другому. Сделаем так. Вот так. Блин, это тяжело. У меня никогда не бывает сомнений, что я что-то не поставлю. Не было такого, чтобы Ваня не поставил что-то. В тот день мастер Иван ничего не сделал, к сожалению, потому что не подошли подшипники, он не смог вставить редуктор в мост. Сказал, что вернется позже, купит новые, и мы стали ждать. Периодически спрашивали, что и когда, но он присылал вот такие вот голосовые. Сейчас 2 подшипника должны привезти, Герман. Вечером. Я вот жду. Вечером тебя наберу. Как-то подшипники чуть-чуть отличались, да. По номеру одни, одинаковые, а чуть-чуть отличались. Сейчас 2 подшипника должны привезти. Да, есть новости, привет. 1 подшипник только привезли меня, 1 только. Вот 1 еще должны привезти. Пришлось ждать, терпеть. Вот так. Понимаешь, это... Мне самому надо побыстрее закончить, чтобы я уже не думал о твоем домике на колесах. Сейчас перезвоню. До твоей поездки я тебе сейчас сделаю твой автомобиль, не переживай. Сейчас я закончу и спокойно наберу тебя. Приеду и поставлю. Сейчас я закончу машину сначала, потом к тебе поеду завтра, хорошо? Я под машиной сейчас, неудобно разговаривать. Герман, привет. Приеду завтра где-то к обеду, хорошо? А то там с утра дельце одно было. В гараже отдать надо было кое-что. Съездю, отдам, потом приеду к тебе, хорошо? Человека жду сейчас, потом наберу тебя. Сейчас дождусь его и наберу тебя, через сколько скажу, подъеду. Герман, обожди, приеду сейчас, приеду, Герман, и соберу.
Пришлось поехать за деталью одной, поэтому не успеваю к тебе. Сейчас приеду, обязательно приеду, соберу. Я тебя не обманываю. А куда мне торопиться? У меня машина сейчас сломалась, что-то затроила, чек загорелся. Блин, хрен его знает, что за ерунда такая. Я тебя услышал, хорошо. Дизельная что-то, блин, затроила. Сейчас посмотрю, у меня же компьютера-то с собой нету на работе. Сейчас гляну. Я просто нахожусь аж на авиамоторной, прикинь. Сука. Герман, доброе утро. Потерпи немножко. У меня и сын заболел, и дочь заболела. О, вчера только сын отошел, и дочь только вот начинает в себя приходить, а жена одна, она не справляется, не может просто. И еще и сегодня Троица святая, так что, Герман, в церковь сходите сегодня, и я схожу в церковь. Подъеду я и сделаю завтра вашу машину. Доделаю, точнее, не сделаю. Приеду и поставлю, соберу, хорошо. Большое мое прощение. Пожалуйста, простите меня, засранца. Спасибо, Герман. Я планирую к тебе приехать в послеобеденное время, потому что завтра с утра я прям раннего не могу. Я поеду завтра с утра, повезу жену с ребенком в больницу. Сразу же после больницы я поеду к тебе, хорошо? Я обязательно приеду, Герман, потому что мне надо твою машину закончить тоже. А то я как волчок кружусь. Кстати, с праздником тебя. Герман, сейчас все у меня решится, я подъеду. Я наберу сейчас, я попозже позвоню тебе. Сейчас жена выйдет, все скажет, потом я тебя наберу. А время шло. Ваня! Здравствуй, Герман! Наконец-то! А неужели в самом деле? Ты приехал. Да, Здравствуйте. я приехал. Ну вот как видишь, собрано. Ну расскажи, Вань, что там, какие трудности были? Что, как получилось все? За трудности регулировочная шайба лопнула, обойма подшипника лопнула. А почему? Ну почему? Потому Когда что- ставили, да? Нет, не знаю почему. Затягивать начал, она вроде сидела, лопнула. Может, деформированная была. Ну пришлось поехать опять брать. У нас остается последний этап. Да, Вань? Да. Чё там? Масло заливаем масло. Залазим под ретро-автомобиль. Какой ретро? Это, считай, новый. Считай новый. Вот ретро-перчатки будем одевать. Аккуратней, Ваня, аккуратней. А, голова железная. Ваня, спасибо тебе большое. Я надеюсь, сейчас все будет нормально, ничего не будет гудеть. Еще как будет. Будет, да? Еще как будет. А зачем Шум тогда есть. мы это все делали? Еще как будет ездить. Пониже опусти его. Покоя нету, мне покоя нету просто. Сейчас прогреем машину и поедем тестировать редуктор. Даже не верится, что наконец-то у нас дом на колеса стал. Целый месяц делали. Весь, скажи 3 дня. Смонтировать так, что как будто все 3 дня было, да? А не месяц. Не надо, но было ж 3 дня. Ну, чистой работы, да. Да. Короче, выехали на дорогу, мост гудит. Я уже сейчас его слышу. В общем, как вы и поняли, мост загудел сразу же после сборки. Я приехал обратно к Ване, сказал: Вань, ну блин, он гудит еще больше, чем гудел до работы. Ваня развел руками, сказал: наверное, это подшипник, давай послушаем подшипник. Мы им приподняли машину с одной стороны, он послушал подвесной подшипник, подшипник в колесе и убедился, что воет редуктор. После чего сказал, что будет думать, что делать, и уехал. Естественно, мы пропустили самый большой фестиваль, который хотели посетить очень, Абунафест, из-за этой ситуации. С этого момента уже прошла неделя, и мы, естественно, пропустили Абунафест, этот фестиваль, самый крупный автодомов в России. И всю эту неделю я думал, как решить проблему, потому что Ваня как бы ничего конкретного не говорил. Он сказал, что да, давай снимем мост, но когда будет погода получше. А погода, сами видите, какая. То есть постоянно идут дожди. В итоге на Авито я нашел фирму, которая занимается именно вот этими мостами. И эти ребята показались мне очень грамотными в разговоре. И они сказали: машину принять не можем, но ты привози мост. И вот сейчас я оделся в специальную форму. У меня штаны такие. И мы едем снимать мост.
с автодома. Также я нашел человека, который снимет мост в чате Telegram по вот этим нашим Фордам. Зовут его Паша, он любит американский автопром, и сейчас он уже меня ждет там. Что касается Ивана, мы его взяли в работу по совету одного близкого очень нашего друга. Он ему тоже делал машину и сделал все хорошо. И что подкупило еще в Ване, то что он как бы без сомнений сразу сказал, что я все сделаю, я 100 раз такие делал работы и вообще никаких проблем не будет. И соответственно было очень удобно, что вот человек сам приехал, сам на месте разобрал, снял редуктор, увез, привез, поставил. Но в итоге что у нас получилось? Мы потеряли месяц. Мы могли бы уже, наверное, закончить ремонт машины, она была на ходу. А может быть, потеряем мы в итоге сейчас еще больше времени, потому что нужно будет ждать запчасти, которые идут из Америки неизвестно сколько. Но зла я на Ваню все равно не держу, потому что он мне показался человеком добрым. Просто, ну, есть вот такая порода людей, которые, ну, вот не обязательно они какие-то вот такие расхлябанные. Но он слишком переоценил себя и в итоге оказал нам медвежью услугу. Что еще в его оправдании можно сказать, то что он не взял денег с нас, то есть он взял только за запчасти, там обошлось порядка 15 тысяч рублей. Просто вот так получился несчастный случай. Но, как говорится, все делается к лучшему, поэтому, наверное, так и надо было, чтобы мы этот месяц никуда не ездили. Подъезжаем мы к нашему автодому. Паша уже должен быть здесь. Да, вон его сзади Форд стоит. У него такой прикольный, он его разукрасил всего. Классный. И будем стараться выкатывать мост. К сожалению, повторюсь, погода для этого не очень хорошая. Здорово, Паш. Здорово. А ты классную погоду выбрал, да? Да, очень. Надо было в тот день снимать, когда ты приехал только, да? Да, Выкатывать. там хотя бы было солнечно и тепло. А сейчас в луже будем под машиной с тобой. Ну, не впервой со своей машиной-то. А мне-то впервой. Ну вот, ощутишь всю прелесть владения Фордом. Да, я уже предвкушаю. И там ничего сложного. Думаешь? Я уже посмотрел. Паш, ну тебя вообще не пугает, да, абсолютно? Я уже сталкивался не с такими сложностями при ремонте Форда. Поэтому... Ты свой Всё знакомо. полностью перебрал, наверное, да, весь от и до? Ну, кроме мотора и коробки, потому что это занимался наш соклубник, а ходовку рулевую полностью сам. И вот салон уже перешивал в 2018 году, перетягивал. Так что, А почему тебе вот эти американские машины так нравятся-то? ну, я, получается, с ними уже давно, это где-то с 2009 года. У меня Эксплореры, Бронко был, и вот начал с эконолайнами возиться. Ну, вообще это какая-то заразная тема, да? Очень. Потому что у тебя их тоже было несколько. Они плодятся сами по себе. Да. Ну, тем не менее, все-таки простая, надежная, комфортная машина. Тем более автодом как бы создан для путешествий. А я забыл ключи от автодома. Сейчас ждем Машу, чтобы она ключи мне привезла. Выходил, вроде взял ключи и все равно забыл. Можно попробовать, конечно, моими открыть. Тут как-то я залезал без ключей. А, да, вон там можно открыть этот боковой лючок. Там, да, он сломан, да, там поднимаешь просто тросик, и все, открывается задняя воротина, и потом можно назад. Ну, как его завести? Ты сможешь его завести без ключей? Вот это уже проблема. Так что лучше подождем. Да. Ну что, будешь помогать мост менять? Здравствуй, опять ты забыл ключ. Давай Хорошо, что уже. не внутри автодома.
Вань, ну что, тебе нравится ремонт, а? Скажи. Ты получаешь удовольствие, наслаждение? Ты даже не представляешь, какое. Вот а как люди без этого живут? Счастливо. Некоторые. Ездят на европейских автодомах. Так, вроде с одной стороны практически все. Осталось купить подушку. Осталось самое удовольствие приятное в луже лежать. Да? Да, В грязи. с той стороны. Так. Амортизатор, да, откручиваешь? Не, я уже открутил. Это сейчас пневмобаллоны будут Ага. откручены. По прошествии 4 часов мост удалось открутить без всяких проблем, снять. То есть это можно сказать, что машина в хорошем состоянии, Очень что гайки хорошем крутятся. состоянии. Все откручивается. Даже вон видно, что не гнилая, не убитая. Приятно работать. Но Паша говорит, что рессоры надо менять, что рессоры уже все надо. Ну, при таком весе и возрасте машины, то да. Менять надо. И передние пружины. То есть у нас сейчас получается первый вопрос это мост. Когда мост сделаем, поставим, я уже поеду менять рессоры и пружины. Да. И будет абсолютно новый по подвеске автомобиль. Конечно, жалко, что вот так получилось, то что мы не поедем в Крым. Наверное, ну только если осенью. Но с другой стороны, очень хорошо, что у нас это где-то в дороге все не полетело. Что мы доехали. Вот это американское авто вызывает уважение, автопром. То, что дает доехать. Ну, надо же когда-нибудь его в жизни купить. Конечно, надо. Вот хорошо, что есть такие люди, которые умеют что-то делать руками. Готов? Да. Я застрял. Давай вместе. Нет, Подожди. А, вон, да, это цепляет, да? Что давит? Давай вот это приподнимай. Тихо, тихо. Ну все, у нас мост снят. Сейчас погрузим его в машину и завтра повезу его в ремонт. Там уже будем смотреть дальше. Спасибо тебе большое, Паш. Пожалуйста, рад помочь. Я просто восхищаюсь людьми, которые умеют такие вещи делать. Ну, тут делов всего, Да, на всего ерунда. 4 часа. Да. Вот ставить, да, это еще будет интереснее. Ну, пускай 4,5. Потому что обещали за полчаса снять, ну, чуть-чуть. Вообще Сложнее. все идеально, мне кажется, получилось. Будем надеяться, что еще запчасти быстренько придут. Да, сейчас вот в основном проблема будет с запчастями, чтобы все быстро доставили. И самое главное, вот дождь такой шел, да, когда работать надо было. А вот когда уже работать не надо, вот все. Солнышко. Ручки в машине открыть. Вставляйте. Езжайте. Посмотрим. Здесь перетянули подшипники. Попробуйте покрутить. Он даже легко крутится, да? Ну, я могу показать исправный мост. Ага. Например. Вот примерно такое усилие должно быть на вращении, не больше. Усилие возникает на вращении. Так, а ну-ка, здесь Здесь вообще, нет. вообще туго-туго. Да. Пара ржавая была. Вот, смотрите, коррозия там. Да, да, это мне говорили, то, что из-за того, что вода попала туда, началось. Рабочей стороны переднего хода. А вот пятно контакта заднего хода.
То есть пару даже никто не регулировал. Просто накидали как-то, подшипники новые. Ну, с тем же, видимо, кольцом регулировочным. А подшипники отличаются по размеру часто. Для особо одаренных на буделях, которые притягивают дифференциал, есть маркировка B в данном случае. И здесь B. Только B должна стоять в том же положении. С другой стороны, она развернута на 90 градусов. Соответственно, здесь вот она B. И здесь B. Буделя перепутаны местами. Мост не мыли, течет ржавое масло из полосей. Подшипники дифференциала регулируются кольцами. Кольца забивают. С правой стороны есть повреждение поверхности, не сильное. А с левой стороны, я бы сказал, что тут уничтожена просто посадка. Вот здесь прям ступенька. То есть чувак надо будет везти, ремонтировать, чтобы восстановили торцевую упорную посадку регулировочного кольца. Подшипник ведущей шестерни уничтожен. Уничтожен, соответственно, из-за того, что перетянутые они были. Ведущая шестерня ржавая. Подшипник проворачивался, посадка здесь нарушена. Новый подшипник снялся от руки. Регулировочных колец дифференциала у человека не было. Он забивал их отчаянно и деформировал. Вот одно прям, ну, совсем не цилиндрическое. На ступицах подшипники ржавые. Ну, соответственно, под замену. Подшипники и сальники. Так, ну, добились наилучшего варианта. Получается, задний ход у нас работает тонкой полоской по внешней части зуба и тонкой полоской по внутренней части зуба. В середине краска немного размазывается, но не более того. А рабочая сторона, видимо, из того, что хвостовик был раскручен, изношена полностью. То есть здесь вообще никакого пятна нету. Так, значит, на дифференциале провернуты оба подшипника. Вот этот еще более-менее держался, а более нагруженный он легко снялся. Есть забоины от зубила, которым снимали подшипники. Но это как бы не столь важно. Ось сателлитов под замену. Где-то побуксовали, натянуло металл. Сателлиты под замену. У них тоже вот здесь есть износ. Ну, собственно, это вот и люфт, это следствие износа сателлитов. На этом еще больше. На корпусе тоже задиры от шайбы и износ. Вот эта шайба, она вращалась и терла корпус чугунный. Шайбы шестерен полоси ржавые. Ну вот так. Ну, подшипники действительно менялись, но им не очень повезло. Мост был собран, видимо, с грязью, и вот на роликах видны дефекты. Также сейчас обоими протрем. Ну, обоймы тоже не свежие. Пока мы не знаем, сколько займет времени и сколько понадобится средств, чтобы починить наш автодом. К сожалению, все планы, которые у нас были на лето, пока под вопросом. Мы уже пропустили как минимум Абуна-фест, на который очень хотели попасть. Такое грандиозное, интересное мероприятие. К сожалению, не все зависит от нас в жизни. В Териберку, на Кольский полуостров и в Крым тоже попасть пока не удалось, но очень хотелось. Надеемся, что в скором времени все решится лучшим для нас образом, и мы сможем продолжить наш travel-блог для вас. Ну, а в комментариях вы напишите, пожалуйста, интересно ли вам смотреть просто нашу обычную жизнь, стоит ли нам продолжать что-то снимать не про путешествия на автодоме.